Петр I хотел нас поставить на истинный путь, но где-то произошла ошибка. Михаил Горшенев на канале «Жизнь». Шут Дар. Король судьба. С удовольствием вспоминаю эти старые времена. Бывало, бежишь, орешь, прыгаешь, руками машешь, тонешь в болоте, разговариваешь с покойниками. Весело, а главное, интересно. Многие думают, что анархия – это что-то вроде полного дестроя. Анархизм – это строй, который отрицает какое-либо принуждение. Я слышал, что если ставишь рок, то растения начинают угасать, а если ставишь классическую симфоническую музыку, то оно прямо цветет. А если король и шут, то фикус начинает танцевать. Кто любит рок, у того фикус хорошо растет. Я могу сказать, против кого я был бы всегда и в любом случае. Для меня главное, чтобы к власти не пришли большевики или нацисты. Все остальное, как вода, я же анархист. Участвовать в общественно-политической жизни я бы никогда не стал. С продюсерами мы никогда не общались, потому что жестко ставят какие-то условия нереальные. Мы просто посылали их сразу же. Они хотят денег каких-то от нас, нам это не надо. Многие не знают, что слово «попса» отношения к поп не имеет никакого. Попса – это ругательное слово. Это позор, конечно, для России, что творится у нас в культуре. Я знаю Ю-2, извини меня, гордость Ирландии. Вот это да, есть чем гордиться. А чем Россия гордиться может? Вот я не знаю. Издавна у меня была мечта – сделать антирусский рок. То есть, чтобы тексты были не социальные, а такие тексты истории. Что и получилось у короля и шута. Я не был хулиганом, но лучше бы был. У такого парня, как я, проблем было даже больше, чем у хулиганов. Я мог надолго задуматься о чем-то своем. Все записывают слова учителя, а я рисую свои картинки. Панк – это переходить границы и творить не по правилам. Вот это панк. Панк так и есть на самом деле. Фанаты. И домой ходят, и у парадной стоят. Особенно приятно с маленькими детьми поговорить. Когда человек не смеется, это очень трагично. Это плачевно. Это значит, что у человека что-то не в порядке с психикой. Если политика займется нами, то мы тогда ей займемся. У нас даже не потрудились придумать что-то свое или хотя бы немного изменить. Это дурацкая тема, за которую лично мне стыдно. Когда я смотрю эти содранные с западных стандартов программы, у меня такая стыдуха наворачивается. Стыдно за культуру-то. Панк для меня как детская волшебная страна, место, где ни у кого нет проблем, и люди круглые сутки сочиняют песни.
Спасибо за просмотр. До новых встреч на канале Жизнь.